Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки, если переложить вашу нынешнюю ситуацию на метафору карт, вы определенно получите. Итак, коридор затмений. И начинается он у нас с лунного затмения в Весах 25 марта. Что это для нас всех сулит? Что это в нашей реальной жизни означает? Это отказ, мои дорогие. Отказ от того, что не может быть продолжено. Или то, что вам надоело, от чего вы устали, что вас где-то измучило, или то, чего вы не хотите, чтобы было продолжение. Здесь может быть все что угодно. Или ситуация на работе, к примеру, или финансовые какие-то вопросы. Для кого-то из вас вопросы личной жизни, может быть, от изживших себя отношений, от бесконечных разочарований, от холода в отношениях, отсутствия взаимопонимания. А для кого-то из вас буквально отказ. Мы словно вычищаем свое пространство, корректируем эту реальность, и, может быть, вполне вы будете наводить порядок конкретно дома, что-то реструктурировать, переделывать или избавляться от хлама. Правда, такое тоже может быть. Выкинуть, выбросить то, что уже непригодно. Или даже если оно пригодно, но морально устарело. Как будто уже и глаза на это не смотрят. И это работает на 1000%. Мы меняем пространство, а в последующем оно меняет нас, ведь мы приходим в совершенно другой дом, чистый как будто, от наших переживаний, может быть, от тех вещей, которые, ну, как, знаете, напоминанием нам служат о каких-то перенесенных прежде волнениях. Идем дальше. 8 апреля солнечное затмение в знаке зодиака Овен. И Овен – это уже огненная энергия ваша где-то, но это для всех нас что будет означать? Какую цену вы готовы заплатить для того, чтобы реализовать свою мечту? Вот за этот период коридора затмений будет основной вопрос, он как будто невольно у нас у всех будет на повестке дня. Куда я иду? Я хочу быть счастливым. Каким образом я могу достичь нового уровня жизни, нового качества жизни, осуществить свою мечту или в целом, чтобы я мог или могла радоваться. И вот это самая цена. Я не имею в виду что-то материальное, хотя у кого-то и правда решение денежного вопроса тоже проиграется. Но что вы готовы изменить в себе? Куда вы готовы тратить силы, энергию? И от чего вы можете отказаться? Вот такие вопросы для нас будут стоять в коридоре затмений. Давайте мы узнаем у карт. И первые три карты. Общий фон, настроение в коридоре затмения. Или, как мы говорим, в какой сфере жизни судьбоносные перемены могут у вас наиболее отчетливо ощущаться. И достанем вторые три карты, которые откроем позже. Они будут означать, чем запомнится вам период коридора затмений. Как будто начало и конец. Чему вы будете больше уделять внимание в этот период? Неожиданности периода коридора затмений, чем вы можете столкнуться. И чем завершится или каков результат? Итак, общий фон настроения. Рыцарь жезлов. Это готовность к неожиданностям. Это, знаете, побудительный импульс, когда я все равно иду вперед. И что бы там ни было, хоть камни с неба. И, кстати, по рыцарю жезлов, посмотрите, девушка как будто в огненный бубен стучит, и она радостна, она счастлива, она умеет видеть реальность, и она не боится завтрашнего дня. Вот такое значение есть по этой карте. Что бы там ни происходило, я все равно что-нибудь придумаю. В этом, пусть это рыцарь, но в этом сильная очень позиция. Да, что-то, может быть, еще вы не смогли осуществить с точкой. Или еще тысяча каких-то вопросов, но это сама по себе игра жизни или путешествие
путешествие жизненное, которое нас завораживает. У нас есть желание идти вперед, не сидеть где-то пригорюнившись, а еще и соответствует вашей огненной энергии. О чем-то вы тут для себя определите как направление, это точно. Не хочется уже по этой карте заглядывать или оглядываться назад, или проводить какую-то глубокую философию, соответственно, тем переживаниям или тому, что было. Нет, рыцарь жезлов полный вперед. Что же это еще? И семерка жезлов, посмотрите, вот такая медитация, да, персонаж нам показан, который совершенно невозмутимый. И я обычно говорю, по семерке жезлов это всегда воздействие на нас со стороны людей. Ну, может быть, и по работе какие-то вопросы, может быть, и в личной жизни карта не конкретизирует, но это кому-то нужно. Мы можем парировать, и как будто у нас будет достаточно на это сил, но я всегда говорю, отступить полшага назад и подумать, а надо ли? Надо ли продолжать какое-то противостояние? Надо ли участвовать в каком-то соревновании? Или кому-то что-то доказывать? Или, мои дорогие, а нужно ли откликаться на первую предложенную идею, например, или на тот момент, когда, правда, вам могут предложить и выдать какой-то проект как, ну, безусловно, прогрессивный. Вот сам по себе, вот этот пункт отступить полшага назад, как будто дать себе пространство для маневра, подумать и успокоиться, быть где-то все равно взвешенным, не импульсивным и не торопиться в первую очередь. Любая 7 это словно перезагрузка, и вот она у вас, несмотря на внешнюю среду, должна произойти. Может быть и отдых, рыцарь чаш. По рыцарю чаш, не крупная карта у вас, посмотрите, рыцарь жезлов, может быть, есть тот человек, с которым вы отправитесь в путешествие, или какие-то комплименты, может быть, это вы будете дарить, может быть, и вам, история любви, подарки, свидания, бабочки в животе, это вот про это, да, вдохновение, безусловно, но по этой карте нет продолжения. Оно может быть, но если мы рассматриваем саму карту, она не говорит, что мы можем на эти отношения пока, по крайней мере, опереться. Нет, это легкость, да, это свидание, как я сказала, да, но это еще не проза жизни, мои дорогие. Опереться на это никак нельзя. Но то, что энергии будет много, это факт. И между ними как будто отдых вам предполагается или правильно оценить обстановку, правильно оценить то, что говорит человек по личной жизни, правильно, опять же, оценить ваши возможности до 8 апреля, от чего вы готовы отказаться, или каково ваше жизненное путешествие, мои дорогие. Не крупные карты, но много движения, много драйва, поэтому игра вот такая жизни может завораживать. Давайте узнаем, чему вы будете уделять больше внимания. А здесь мы реалисты. И рыцарь мечей в этой колоде, посмотрите, я как будто иду. Даже если нет попутчиков, я все равно двигаюсь вперед. И ворон, изображенный в этой колоде карт, это как символ мудрости. Отчасти это где-то сопутствует как отшельнику или мудрецу, философу. Есть ваше желание, мои дорогие, что-то осуществить. Либо это будет поездка, либо решение какого-то вопроса, может быть, с учетом высоких инстанций или каких-то согласований. Для кого-то, конечно, это может означать, что мне нужна помощь юриста, потому что я не должен, не должна себе навредить. Но все равно мы идем вперед. Это третий рыцарь, поэтому скучать будет, мои дорогие, некогда. И по рыцарю мечей мы ищем правду, и мы ее находим. Вот, видимо, и вы захотите больше четкости, больше правды, больше искренности. И в зависимости от того, с какой ситуацией вы столкнетесь, либо что-то завершите, можете как будто уйти, убежать, или будете планировать какой-то переезд, или все равно тенденция к тому, что с новые берега меня как будто зовут. Какая-то прежняя история, я не хочу ее повторять. Нам уже человек показан, который повернулся спиной практически к нам, и мы видим, как он бежит, он торопится. Вот что-то подобное, может быть, эта карта и проиграется, как темп жизненный, мои дорогие. И я сказала, это третий уже рыцарь, поэтому скучать будет некогда. Может, и напоминать будет этот период, словно американские горки. 8 пентаклей.
чем вы будете заняты. Дела, работа, бизнес, деньги. В основном, конечно, деньги. Откуда к нам приходят? Каким образом я сейчас зарабатываю, как я буду зарабатывать потом. Одна из лучших карт в колоде, которая говорит о вашей крепкой позиции, прочной на данный момент. Или, даже если вы что-то хотите изменить, как будто это будет со знаком плюс. Прогресс – это карта прогресса, когда профессионал поднимается и еще на более высокую ступень, лестниц иерархии, или это ваши честолюбивые планы, амбиции, у кого-то может быть смена работы, у кого-то графика работы. И если прежде я работал в офисе, теперь посмотрите, сколько рыцарей. Я буду работать, может быть, командировки или удаленно, мои дорогие, тоже такое, у кого как может проиграться. Но что-то по работе вы хотите сами изменить. И правда, обстоятельства как будто вам в этом помогают. Неожиданности. Получение денег, решение вопросов семьи или вашего благополучия, вашего дома, может быть, смена места жительства, что-то вы будете согласовывать, решать по части ваших родственников, ближайших, да, может быть, дети, супруг, супруга, ну, может быть, и родители. По этой карте это вообще так выглядит наша уверенность в сегодняшнем дне. Десятка пентаклей. Ну и, безусловно, в неожиданностях приход денег. Для кого-то достаточно крупной суммы. Все же, если мы говорим про младшие арканы и нумерологию, это по максимуму, правда, решение, может быть, какого-то финансового вопроса. Может, это не сами по себе деньги, а согласование, которое подразумевает деньги, или решение каких-то вопросов в инстанциях, которые тоже в конечном итоге могут означать как и финансы, так и документы в неожиданностях. Но это со знаком плюс. Может быть, даже то, что вы, у нас вверху рыцарь мечей выпадает, то, что вы прежде, ну, как будто пытались как-то продвинуть ситуацию, решить вопрос, не получалось, или ситуация сама по себе замерзла, словно пауза была непонятная, а здесь все приходит в движение. И если про неожиданность, паж жезлов, вот такой волшебный танец, потому что я как будто знаю, это вы можете себе сказать, куда я теперь двигаюсь, или каково направление, которое я изберу, чего же я хочу от этой жизни. И если мы говорим по 8 апреля, какую цену вы готовы заплатить, чтобы быть счастливым, вот вы это будете уже знать. Это самое начало. И какие-то перемены неизбежны. Неизбежны перемены по вашей работе, по вашим заработкам, по графику работы, может быть. Это я перечисляю. У каждого будет по-своему. Или какие-то новые возможности. Но, правда, вам понравится это тем, этот, точнее, период тем, что нет какого-то застоя. Посмотрите, правда, тут что-то происходит, как и вокруг вас. Это могут быть обстоятельства, которые где-то на вас могут оказывать влияние, но вам и самим не захочется такого оседлого образа, вам хочется драйва определенно. Давайте, чем запомнится этот период? Ну, тяжеловато где-то будет. Может быть, как и по части деньги, не так все просто. Может быть, не просто согласования какие-то произвести. Для кого-то из вас вот эта смена режима, смена графика, она может проиграться, что организм не перестроился. Сложно. Десятка жезлов говорит, делегируй свои обязанности, какую-то рутинную работу. И мы спросили, чем это дело завершится. У вас действительно получится, мои дорогие, часть своих обязанностей как будто переложить на кого-то другого, десятка. У вас получится отдохнуть. Несмотря на жизненный темп, будут те и паузы, но, наверное, дважды, потому что какие-то обременяющие обстоятельства, они как будто уходят. Или то, что вас прежде выбивало из колеи, может быть, тот вопрос, который не был решен по дому, по жилищу, по финансам, теперь уже как будто он вас оставляет, уже это будет в прошлом. Давайте мы посмотрим еще одну карту, чем завершится, каков результат. Вообще это первая победа. Это когда, да, мы победители, но победа нас это не радует. Слишком тяжелой ценой она нам досталась. По этой карте нам где-то говорят о том, что мы не должны увеличить дистанцию конфликта. И в то же время мы не должны себя поставить на второе место. Придется где-то быть, ну, очень ловким для того, чтобы договориться с одной стороны с людьми. Но договориться это не значит согласиться.
а просто, может быть, придется действительно отступить полшага назад и не обострять отношения, может быть, с людьми, которые значимы для вас. Тут может быть такое, что из-за все-таки паж жезлов это ваше какое-то решение. Будьте аккуратны, потому что внизу, если мы говорим карта в значении, чем завершится какой-то результат, нельзя просчитаться, мои дорогие львы и львицы, потому что да, силу вы свою можете чувствовать. Может быть, вы будете настаивать на своем. Вы хотите именно так что-то осуществить. У кого-то это вопросы вашей личной жизни, может быть, и работы где-то также. Но помните, что мы все разные. И победа это не есть, когда мы свою какую-то как мнение или свою задачу только решили, или когда мы настояли на своем. Все строится от взаимодействия с людьми. Люди разные, они не обязаны думать так, как нам хочется. И вот эта самая дипломатия, она вам помогать должна для того, чтобы не было какой-то конфронтации, чтобы и себя не забыть, так и среди людей не взрастить каких-то недоброжелателей, или чтобы эта победа не была пировой, а была самой настоящей. Ведь у вас как будто что-то очень хорошее может получиться, как и в решении семейных, может быть, вопросов или по недвижимости, по документам, так и по работе, по заработкам, по какому-то прогрессу наперед. Но все-таки первая победа, нам вот эта карта говорит, что не будет где-то так, как прежде, и не рекомендует нам настаивать на чем-то, иначе, правда, будет тот факт или момент, который вам может в последующем осложнить жизнь. Вот это где-то так. Или создать вам какие-то препятствия. Вот эта тяжесть, как будто повториться не должна. Давайте мы посмотрим, чем же запомнится этот период страшный суд. Действительно, тут окончание. По этой карте завершение и начало сразу. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. И какая-то ситуация на вас может оставить навсегда, или если мы говорим, мы наводим порядок в собственной жизни, или, по крайней мере, начинается с лунного затмения, и такой идет посыл к нам всем планетарный. Вот это, по сути дела, карта и говорит, что прошлое уже как будто его нет. Имеется в виду, понятно, что как наш опыт, какие-то ситуации жизненные, в которых вы действовали, это все остается, но мы не пропускаем это уже через эмоции. Мы на это смотрим философски где-то. И вот как раз карта страшного суда о возрождении нам говорит, о возможностях новых. Потому что вы что-то завершили, действительно. По тузу жезлов это мы принимаем основное намерение. Можно это выразить как тезис-план, когда я четко знаю, что я буду делать. И я не намерена от этого отказываться. Может быть, где-то придется и еще подождать или просчитать свой план, словно перепроверить. Но я иду вперед, у меня все получится. Вот правда, по тузу жезлов это как ноу-хау, или, с другой стороны, я точно знаю, что я делать не буду. Это может быть еще важнее, в каком направлении точно я не пойду, и меня в каком-то вопросе никогда уже не будет тоже. Чем запомнится этот период? Вот смотрите, у вас тут надо все делать по справедливости. Может быть, для вас, мои дорогие львы и львицы, есть какой-то вопрос, который тянется длительное время. Или, может быть, это ваши надежды на что-то. Увидьте реальность такой, какая она есть. Карта справедливости – это всегда причины и следствия. И она нам говорит, как вы прежде поступили, то теперь как будто пространство в вашу сторону откликается так же. Если вы кому-то помогали, то и теперь пусть не тот человек, который от вас получил помощь, а руками других людей вам будет возвращено доброе дело. Если мы где-то прежде накосячили, будем говорить, или сделали что-то не так, мы можем один на один остаться с какой-то проблемой и будем, где-то разбираться в одиночку. Вот не должно вот эта причинно-следственная связь все в жизни уравновешиваться, и об этом следует помнить. У кого-то из вас буквально, может быть, вопросы, которые вы будете согласовывать в высоких инстанциях, и вам просто будет необходимо, все же аркан справедливости иногда говорит об этом, какая-то личная история, может быть у вас как слушание в суде. Все же меня смотрят люди, у каждого своя история
любви, будем говорить. И тогда неплохо было бы подстраховаться знаниями тех людей, кто силен в этой области, сказать вам, как в вашем случае на вас распространяется закон, как он работает, не просчитаться и, безусловно, быть честным с самим собой. Не одевать розовые очки. И, может быть, поначалу, кстати, вот мы говорим, да, есть вроде как предпосылки к тому, что что-то начинается с воодушевления, вдохновения, но потом заканчивается по справедливости. Поэтому будьте аккуратны, внимательны. По страшному суду здесь тоже, это ведь по рыцарю жезлов большая энергия, как мы говорили, овна, огненная энергия. Это то, что мы думаем наперед. И как раз страшный суд, если начинается у нас с этих энергий, а страшный суд, и мы говорим, мы подводим итоги, и тоже где-то не должны просчитаться с тем, что пустые надежды мы должны похоронить навсегда. Иначе вот это самое движение вперед, оно не будет столь прогрессивным, нас какие-то нерешенные вопросы будут тянуть все время, отвлекая или давая нам иллюзорность, что что-то может быть возобновлено или что-то может быть повторено. Но сама по себе карта, понимаете, если мы действительно говорим, вот я решил или решила, вот это абсолютное спокойствие, умение быть великим дипломатом и держать себя в руках, не поддаться на какую-то провокацию, не соскользнуть на то, что мы кому-то что-то доказываем. Увидим реальность без розовых очков, а то, что есть в действительности, как будто не должны ошибиться. И вот тогда вот пространство нам поможет как будто оставить позади то, что нас разочаровывало, то, что мы не можем взять с собой в будущее, то, что нас как, знаете, тянет магнитом назад и дает пустые надежды, а нам как будто только вперед. От пустых надежд по карте страшный суд мы должны как будто пространству помочь избавиться. Переменной может быть по этой карте, когда вокруг вас тоже что-то происходит, мои дорогие львы и львицы, но и самим-то не зевать нам тоже предлагают карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.